Денис, я прошу тебя сейчас подняться над своим телом к самому потолку. Осмотри себя, пожалуйста, на энергетическом уровне. Чисто. Хорошо. Проверь, пожалуйста, образ души и нить. Тоже. Отлично. Поднимайся в общее сознание. Оттуда мы начнем. Хорошо. Растворяйся. Я прошу тебя посмотреть прямо с высоты общего сознания в тот момент, когда в нашей Вселенной зародился такой вид паразитов, как спруты. Расскажи мне, что ты видишь. Вижу планета какая-то. Вижу как болото какое-то. Планета физическая? Да, Болото на этой планете? да. Такая какая-то местность. Там есть что-то похожее на воду, но очень так мелко. Как-то болотистая местность. Это по всей планете? Так? Или местами? Нет, только здесь я вижу. И вижу, что в этой воде плавают маленькие такие существа. На что они похожи? На осьминогов похоже. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какая атмосфера, есть ли там растительность? Да, она обитаема. Есть растения, есть горы, есть разумная жизнь. Как выглядит эта разумная жизнь? Существа такие с вытянутым черепом, такие сгорбленные. Похожи на гуманоидов, наверное. Какого цвета их кожа? Какая-то желтоватая. Хорошо. Как они живут? В обществе живут. У них есть социум, да, понятие? Да, города Как выглядят их города? такие, даже не знаю, как описать. Без прямых углов сооружения, такие более как-то сферической округлой формы. Они сложные или простые архитектурно, как ты можешь оценить их по нашим меркам, по человеческим? Снаружи они выглядят просто, а внутри это технологические сооружения. То есть они развиты, да? Да, достаточно хорошо развитая цивилизация. Хорошо, скажи, пожалуйста, чем они занимаются? В основном, в чем цель их существования? Но я вижу, что на данный момент они пытаются улучшить себя как расу и побороть свои изъяны, которые у них есть. Вижу, занимаются наукой. А ты можешь понять, что они считают изъянами? У них есть, я вижу сейчас какие-то, как приступы ярости или гнева. Такое состояние, когда теряется контроль. И эти существа, они становятся неконтролируемые и несут какие-то разрушения. То есть они понимают, что это проблема, да? Это происходит массово, насколько я поняла. Да, это есть факторы, которые вызывают это состояние. То есть это какая-то физиологическая проблема. А скажи, пожалуйста, у них всегда была такая проблема или она появилась относительно недавно? Нет, всегда было. Я так понимаю, что это связано с их строением физиологическим. У них очень большой вытянутый череп.
А скажи, пожалуйста, такой приступ происходит индивидуально у одного существа или это массово? Ну, я вижу индивидуально. Ну, то есть у всех в разное время может произойти, да? Да, но все подвержены этому. Хорошо. И это для них большая проблема. А скажи, пожалуйста, у них есть понятие семьи, как они социально коммуницируют? Иерархии какой-то? Семьи нет. Есть общество. То есть понятие как целостности, единства. Поняла. Но они больше мне вот по ощущениям напоминают каких-то как коллективных насекомых по организации. А скажи, у них есть разделение по половым признакам? Да, Сколько у них полов? 2 пола, но почему-то приходит информация, что у них как будто присутствуют и женские, и мужские половые органы. То есть они внешне отличаются, как мужчина и женщина. Ну, по сути, Да, но у них, то есть в один момент времени активен только один половой признак. И в они, зависимости от необходимости это регулируется то есть можно менять, да? на физиологическом уровне, да. Ну, то есть одна часть уходит как в спящее состояние, а вторая активизируется. Ну, то есть в течение жизни ты можешь менять этот выбор, да? Да, Пола. они меняют в зависимости от каких-то потребностей их общества. Мгм. Хорошо. А скажи, пожалуйста, как они производят потомство? То есть рожают ли они детей, Да, рожают. ну, уже живых, там, без всяких Да. оболочек? Мгм. Мгм. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот эти вот приступы, о которых ты говорил, они происходят в какое-то определенное время? То есть они могут угадать, когда этот приступ будет? Нет, не могут. То есть это спонтанно, да, происходит как-то? Да, это как у меня ассоциация с вот когда у слонов начинается какой-то брачный период, и самцы становятся неконтролируемыми. Ну, вот у них что-то похожее происходит только не в брачный период, А с а какой-то регулярностью, в да? повседневной жизни, да. То есть это какие-то внутригормональные сбои у них. Я вижу, как вот их захлестывает волной эмоции и Мгм. агрессия, и все, и отключается мозг. И они превращаются в каких-то вот как животных диких. То есть они наносят увечья, убивают, разрушают. Я поняла. А скажи, пожалуйста, в тот момент, когда они неконтролируемо сбрасывают вот такие объемы энергии, кто-то пользуется этой энергией? Нет. То есть цивилизация свободна, да, по сути? Есть Да. ли над ними контроль какой-то? Энергетически свободны. Мгм. Физически нет. А скажи, пожалуйста, ты говоришь, что у них из-за физиологии вот такие приступы бывают. Мгм. То есть где что пошло не так, что их тело стало несовершенным настолько, что оно дает такие сбои? Тот момент, когда пошло искажение. Я вижу, что у них всегда так было. И они пытаются найти решение. То есть для них это норма, но так как это не устраивает окружающих, да? Ну, это мешает их как бы развитию жизни. Вносит как бы деструктив такой в их жизнь. И это постоянно тормозит их. Хорошо. Какими способами они пытаются это решить? То есть они решают физиологическую проблему или проблемы уже результатов такой агрессии? Но я вижу, что они пытаются изучать вот этих маленьких животных, существ, которые живут у них на планете. Которые И, спроты? да, которые похожи на осьминогов. У них есть какая-то особенность. Они как коллективные какие-то существа, и они очень мелкие по сравнению с другими обитателями тех мест, где они живут. Но у них есть
способность, они прицепляются к этим животным и создают им физиологические импульсы. По аналогии, не знаю, похоже на пиявок наших, не знаю. То есть они вот так присасываются. И вот это большое животное, оно становится со временем послушным. То есть они контролируют больших обитателей, да? Это способ добывать пищу. То есть я вижу, что это животное перестает двигаться, и их все больше и больше к нему прикрепляется, и оно вообще потом перестает жизнедеятельность свою. То есть они его съедают, по сути? Да, оно умирает, и потом они питаются этим существом. А скажи, пожалуйста, вот у этих маленьких существ, у них есть ли что-то аналог души? Душа, как у человека, или Нет, сутевая энергия, или что? нет Вообще души. Это ничего. просто представители фауны этой планеты. Ну, то есть у них сутевая энергия, как у животных. Да. И вот они стали интересны этим существам в силу своих вот этих особенностей, что они могут влиять на нервные импульсы, вообще на процессы животных. И я вижу, что они их отлавливают и наблюдают за ними, изучают их механизм вот этого воздействия на живых существ, с помощью чего они это делают и как вообще это работает. Хорошо. Я так понимаю, что они не на своих собратьях, да, тестируют? Они, я вижу, определяют, они понимают базово, как это функционирует, и пытаются это воспроизвести механически в устройстве. То есть они просто принцип, да, хотят понять и Да, перенести это уже в устройство какое-то электронное. да, я вижу, что они делают такое устройство. Оно похоже как такой шлем, вытянутый на голову их. И вот с такими, в виде щупалец, не щупалец, таких как полосок в виде щупалец, которые плотно прилегают к голове. И они пытаются с помощью этого устройства контролировать эти приступы. То есть они как бы скопировали вот эти импульсы, да, которые посылают. Принцип, да, действия. Но только какой-то, как бы основа базовая. То есть я вижу, что это какой-то как первое устройство, прототип. Вот, и у него цель отслеживать вот эти всплески гормонов и эмоциональные, которые предшествуют этим приступам ярости, и воздействовать на тело, на мозг и подавлять их. То есть они ведут в этом направлении работу. Хорошо. На самих этих существ они как-то влияют или просто исследуют и все? Просто исследуют. Им удается остановить эти импульсы? Импульсами приступы остановить удается? Да, я вижу, что у них есть какие-то, сложно тюрьмой назвать, какое-то место, где находятся в изоляции особи, у которых вот очень тяжелые случаи таких приступов. Их там держат как бы для безопасности остальных. То есть уровень разный, да? Да, то есть у них как бы совсем тяжелый уровень патологии такой. И они вот берут эту группу как тестовую, чтобы испытывать свое это устройство. У них получается вначале существенно снизить эти приступы. То есть они очень быстро заканчивались. То есть не было такого продолжительного состояния. И они решают, что это перспективная технология, и нужно как бы продолжать работать в этом направлении. Бросается очень много ресурсов на то, чтобы изучать этих существ и усовершенствовать этот шлем, это устройство, делать его все лучше и лучше. То есть у них появилась надежда, и они начали активно продвигать. Да.
И я вижу, что это такой прорыв для них, которого не было очень много лет, но Мгм. очень давно, ну, по их меркам, я имею в виду технологический прорыв, потому что они технологиями развивались, но никогда не могли контролировать свою физиологическую эту часть. То есть генетики как таковой у них там очень слабо развита, нету такого направления. А в каком они направлении развивались до вот этого шлема? Я вижу, что они в изучении вот каких-то своих физических процессов, которые у них на планете происходят. Животные, растения, которые их окружают, работа с различными материалами. То есть я бы даже сказал, что это какое-то физико-химическое направление больше развития. А на что направлено? То есть на облегчение жизни, там, Да, бытовое или космос, или что это? нет, это именно на улучшение своего качества жизни. Хорошо. Какие им процессы удалось облегчить за счет этого жизненные? Но раньше у них совсем было какое-то примитивное общество, очень похоже на каких-то коллективных насекомых. Муравьи какие-то или еще что-то такое. Мгм. Но у них не было жилищ как таковых, то есть они в основном какие-то пещеры занимали, и их развитие было нацелено на то, чтобы шансы выживаемости их вида увеличивались. То есть это защита от каких-то хищников, это способы добычи пищи, выращивания. Поняла. И этот шлем, он помог им решить этот вопрос? Да, я вижу, что они продолжают очень активно работать над этой технологией. Они погружаются все больше в принципы работы этих существ, каким образом и на что влияют эти существа, на какие физиологические части, каким образом этот механизм работает. И со временем ему удается полностью с помощью этого шлема контролировать эти приступы. Сначала у этой контрольной группы, то есть проходит какое-то время и продолжительное, и они не фиксируют ни единого случая таких припадков. Они решают использовать эту технологию в массах. Что происходит тогда, когда они внедрили массовое производство и использование этих шлемов? Массовая эйфория и радость от того, что они не могут поверить в то, что проблема решена, и теперь как бы им не приходится бояться, а жить абсолютно нормально и спокойно. Хорошо. Они продолжают исследовать этих существ. Как-то они влияют на них самих или просто наблюдают и пытаются опять воспроизвести все это? Я вижу, что до какого-то момента они изучали этих существ, но когда они уже поняли принцип действия, они перестали их исследовать и сосредоточились на улучшении этого шлема. Возникла идея не только с помощью этой технологии подавлять эти изъяны физические их, но и уйти дальше, контролировать другие состояния, эмоциональные и физические, то есть использовать эту технологию, избавлять существ от боли, от каких-то страданий, добавлять каких-то положительных эмоций. Ну, то есть управлять спектром, да, полностью. Да, то есть этот шлем становится какой-то очень сложный, очень высокотехнологичен. Они пытаются все больше и больше расширить спектр влияния и Мгм. возможности этой машины. И я вижу, что им очень нравится эта технология, и они считают, что это очень сильно улучшает их качество жизни, и такое впечатление, что это становится как культовая вещь. То есть все мысли и все действие этих существ направлено на то, чтобы улучшать эту технологию и пользоваться ее преимуществами.
получается, что она на эмоциональном уровне решает все твои вопросы. Да, каждый, что кому надо, мог получить, как бы. То есть, если Мгм. тебя что-то болит, эта вещь, она избавляет тебя от боли. Очень, очень массово и популярно становится. Все хотят иметь новее и новее версию этих технологий. А скажи, пожалуйста, не забивает ли оно восприятие реальной картины мира? Ну вот, допустим, на человеческом теле, на примере, да, болит у человека аппендицит, и это значит, что надо быстро что-то с этим делать. А мы, допустим, можем снять боль, мы не поняли, да, что это аппендицит, просто живот болит, сняли боль, и так день за днем, а потом перитонит, и ты все равно снимаешь боль, и в итоге ты просто умираешь, ну, как бы в Да, человеческом варианте. это было у них в начальных стадиях, когда технология была несовершенна. Но я вижу, что они ее дорабатывают постоянно, и она становится, ну, как умный компьютер, умная какая-то технология такая, что, ну, к примеру, если у человека есть какой-то диагноз, да, и у него какие-то хронические боли, то эта технология будет воздействовать именно на эти участки мозга и тела, чтобы нейтрализовать эти хронические боли. Хорошо, но вот оно может убрать болевой синдром, да, Мгм. ощущение боли. Но оно же не лечит или лечит? Не лечит. Я вижу, что это больше они поначалу думали, ну, как было воздействие на какие-то гормональные их центры, а потом полностью перешла работа на нейроны, на мозг их, на центры их нервные. И они полностью сосредоточились на этом. Ну, то есть по факту оно не лечит, оно только блокирует или наоборот стимулирует мозг, а тело уже реагирует на команды мозга. Поняла. Скажи, пожалуйста, существует ли эта цивилизация сейчас, в том моменте, откуда слышишь мой голос? Нет, Что с ними произошло? они вымерли все. Что случилось? Почему они вымерли? Технология это их погубила. Я смотрю, что они не смогли остановиться вовремя. Это переросло в какое-то безумие и одержимость. Эта вещь стала настолько сложная, что она могла уже подменять восприятие этих существ. Ты как будто уходишь от реальности в свой какой-то идеальный и красочный мир. Скажи, пожалуйста, кому было выгодно то, что эта технология так влияла на восприятие? И эти существа сами пришли к этому, и это было их решение. То есть это как, ну, своего рода как наркотик стал для них. То есть сначала ты лишаешься боли, получаешь какую-то радость, а потом эта вещь может полностью тебя переместить из твоего обыденного мира в тот, который ты захочешь. То есть самый прекрасный мир в твоем Да, понимании, да? да. Но эта вещь, она, ну, уже на этом уровне, на этом этапе, она полностью питается за счет энергии этих существ. И она настолько стала интеллектуальная, эта машина, что когда ее одевают на голову, она как будто считывает информацию с этих существ и с помощью этой информации моделирует для них лучшие варианты, лучшие реальности, которые они там пытаются. Постепенно эти существа стали все больше и больше уходить от реального мира в свой вымышленный с помощью этой технологии. Но это даже уже сложно назвать технологией, это уже какой-то некий симбиоз этих существ и этой технологии. Она, Существ ты имеешь в виду, которые гуманоиды, да? да, она настолько захватила их умы, ну, эта идея, это вот эти бонусы, да, которые позволяла им эта технология давала, что просто все поголовно воспользовались этой технологией и стали все больше и больше
уходить в другую как бы реальность от себя. Каждый в свою, опять же, да? Да, А у них был, ты сказала, похоже они на муравьев были, ну, то есть у них взаимодействие да, такое очень очень социальное было. социальное и зависимое как бы друг от друга, то есть все Мгм. действует в комплексе. Да. И когда стали выпадать единицы, да, Мгм. потом десятки, потом... Начали уходить естественные желания. То Ну, есть они не... стали компенсироваться за счет этого шлема, насколько я Да. понимаю. И он настолько стал умный, эта технология, это как, ну, я не знаю, на нашем языке, да, это как какой-то искусственный интеллект, который самообучается. Потому что чем дольше ты его носишь, тем качество воздействия на этого существа увеличивается. То есть он как бы приспосабливается к твоим мыслям, желаниям, особенностям физическим. То есть эта система, она становится со временем все умнее и умнее. За счет того, что у них общество социальное, то есть был очень тесный контакт, то эти шлемы, они коммуницируют друг с другом. То есть у них как своего рода тоже коллективный обмен информацией происходит. Сеть такая, да, Да, получилась? это было сделано специально для того, чтобы подавлять какие-то массовые состояния, которые могли быть там в результате болезни или еще чего-то, чтобы эти шлемы могли обмениваться информацией о своих носителях. Я вижу, что все идет к тому, что они, так как умный какой-то единый организм, который питается уже по сути на энергии этих существ. То есть И они являются аккумуляторами для, ну, как батарейку мы вставляем, да, аккумулятор, также и эти существа одевают этот шлем, то они тоже питают его как аккумулятор, да? да, Я поняла. Хорошо, скажи, пожалуйста, то есть когда все забыли о своих естественных потребностях и стали вымирать в ощутимых количествах, никого это не насторожило, и саму систему, например, которая обменивалась между собой информацией. никого не насторожило, потому что было уже поздно. Все уже крепко были зависимы от этих состояний, которые система регулировала. То есть не было кому сказать команду отмены какой-то, ну, либо остановить выполнение программы, скажем так. А сама система не отрегулировала, то есть я так понимаю, что источник ее жизни – это само существо. Ну, то есть она работает, пока подзаряжается. Поначалу, да, так и было. А потом оно осознало, что можно питаться не только на физиологической энергии этих существ, а что можно как бы и на тонкий план воздействовать, что, собственно, реакция физического тела – это уже следствие того, что происходит на тонком плане. Хорошо. Скажи, пожалуйста, в этот момент система как-то подстраивается под тонкий план? Есть ли Да, какие-то внутренние изменения? да, на энергии этих существ создаются как образы, астральные проекции, астральные тела. Это сама система создает? Она только корректирует и подает нужные импульсы. Это все происходит на энергии этих существ. То есть, То есть создают существа, да, существа на своей энергии создают. а макетом управляет, Мгм. созданием управляет этот шлем, да? Да, за счет того, что он уже может влиять на и манипулировать мыслями, эмоциями. А скажи, пожалуйста, те астральные существа, которые были созданы, у них есть привязка к одному из вот этих шлемов? Ну, допустим, вот эта проекция, это вот этому шлему принадлежит, эта проекция этому шлему. Ну, я вижу, что это не индивидуально. Ну, то есть каждое существо там
создает подобие своего шлема, а это как их сеть, вот эта вот, ну, нейронная, что ли, не знаю, которая коммуницирует, она создает единый посыл всех вот этих существ, которые еще живы. То есть выделяется огромное количество энергии. Скажи, пожалуйста, на том моменте, когда они формировали астральные вот эти проекции, много было живых существ, которые носили шлемы? Да, еще много. Ну, сколько? Тысячи, миллионы, сотни? Миллионы еще были. Хорошо. Когда они создали эти проекции, что происходило дальше? Как они ими пользовались? Эти существа, я вижу, что в один момент происходит отключение физической части, физических этих механизмов и полностью переход на астральный план, на энергетический. Они продолжили свою жизнь в виде астральных проекций. То есть полностью работа этих механизмов осталась такой же, но уже без физического воздействия непосредственно, а через тонкий план. Скажи, пожалуйста, вот эти вот существа, которые гуманоиды, они остались на физическом плане или они перешли на астральный? Я не Нет, совсем понимаю. они остались доживать на физическом плане. Сознание шлемов перешло в астральные проекции, да? Да. Теперь понятно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как эти астральные проекции выглядят? Так как шлемы или они трансформировались как-то? Выглядят как изначально эти существа маленькие, которые жили на этой планете. Какого они цвета? Преобладает у них как цвет их планеты, больше какой-то фиолетовый. Но они мерцанием таким. Они, знаешь, похожи на наших каракатиц. Ну, по вот таким, что, знаешь, импульсы проходят по их телу такие, как мерцание. Интересно. Хорошо, то есть теперь сознание этой программы, да, по сути, которая самообучаемая, оно перешло в астральные проекции и, по сути, обеспечило себе свободу, независимость от тех существ. Да, по сути, эти существа, как бы, да, они на энергии этих существ получили свою жизнь, не привязанную к физическому телу. А питание откуда они получают, когда они уже в астральных? Продолжают паразитировать на тонком теле этих существ. Поняла. То есть шлем, по сути, он уже не имеет такого значения физически, я имею в виду Да, шлем. они его отключили. Это вот как в момент перехода произошло физическое отключение и переход на тонкий план. Но работа продолжилась. Ну, то есть эти существа, они точно так же остались под влиянием этих существ, этих спрутов. Понятно. Давай тогда посмотрим, что произошло дальше. То есть, когда уже населения осталось очень мало, в тот момент, когда им стало не хватать питания, или когда последнее существо умерло, одушевленное. Я вижу, что был момент, когда эту планету посетили другие существа. Как они выглядят? Сложно описать какие-то, как насекомые, не насекомые. Но это не гуманоидная форма точно. На какое Очень насекомое они похожи? что-то как богомол, передние лапы, как у богомола, туловище такое какое-то паукообразное. Что-то такое вот. Это одушевленные существа, да? Да. Они случайно сюда попали. Ну, просто как исследовательская какая-то Мгм. миссия небольшая. А скажи, пожалуйста, сколько существ, вот этих гуманоидов, еще было живыми на тот момент, были живыми? Около 100 тысяч. Они сюда
прилетели? Как они, у них корабли есть или они сами перемещаются? Нет, какой-то корабль есть. Они вышли на контакт с оставшимися жителями. Но контакт уже был неосознанный, а уже под управлением этих спрутов. То есть, по сути, контактировали спруты, да, пользуясь как марионеткой Да. этими существами. Поняла? И они выходят на контакт, рассказывают какую-то неправдивую историю о том, что их вид умирает, но они хотели бы поделиться накопленными знаниями с их цивилизацией, чтобы хоть какой-то оставить после себя след и память. И чем же они поделились? С собой же и поделились. То есть они передали им спрутов? Да, они начали активно с ними контактировать под предлогом передачи каких-то знаний, технологий, и тем самым открыли к себе доступ, открыли доступ к этим существам. То есть они согласились принять? Да, через эмоциональные составляющие. А ты можешь понять, эти существа, которые похожи на насекомых, они видят тонкий план, как бы контактируют с ним или... Нет, они только в физическом. Хорошо. Когда покидают планету эти существа? Посмотри этот момент. Покидают в тот момент, когда произошло подселение, и этот организм решил, что этого будет достаточно для того, чтобы выжить. То есть неважно, сколько особей вывезут, да? Просто надо идти дальше, к новым цивилизациям. Особи самовоспроизводятся при наличии достаточного количества питания. А ты можешь понять, на том моменте, есть ли какой-то центр управления, ну то есть, или главная проекция, или что-то, или Нет, это как программа, она везде? она как программа, да, это как единый организм. Хорошо. Давай посмотрим, что произошло дальше, когда они переместились вместе с этими существами. Куда существа отправились после этой планеты? Домой или куда-то дальше? Домой с накопленными знаниями. Произошла, дальнейшее заражение, инвазия этих существ. То есть они расселились по новой планете, да? Угу. Но у них не было уже такого тотального контроля над этими существами. А почему? Потому что у них не было на это, решения и позволения, как из материнской планеты их. Там существа осознанно пошли на этот шаг и полностью отдали весь контроль своей реальности этим существам, этой технологии. А эти новые существа, которые на насекомых похожи, они об этом ничего не знают. Поэтому... А те, на кого они влияют, ну, те, кто согласились, не могут им рассказать остальным своим сородичам, что вот надо вот так и вот так делать? Кто согласился? Ну, те, которые приняли технологии, приняли этих существ. Но Ну, они не перед ним знали о могут? том, что, собственно, эти существа подселяются на их тонкий план. То есть они им Сам официально не процесс- передали контроль, да? Да, сам процесс передачи технологий был каких-то технологий, имеется в виду бытовых, не этой Да, технологии, да, я поняла. а каких-то технологий развития. Он был только предлогом для того, чтобы расположить этих существ к себе и вызвать доверительные отношения, вызвать у них какие-то эмоции, то есть создать благоприятные условия для возможности подключиться и начать какое-то воздействие. Поняла. То есть власть не такая всеобъемлющая, как там, да? Угу. Но это как временная мера, потому что
система пыталась просто выжить, и ей нужно было хоть как-то. Она, Мгм. учится приспосабливаться к новым условиям, к новым реалиям. Хорошо. Давай посмотрим, что будет происходить дальше. Система обучается уже на новой планете. То есть приспосабливается, да, по Да. сути? А у нее это как основная программа Мгм. приспосабливаться максимально и контроль. То есть это то, для чего была создана эта технология изначально. Они приспосабливаются и обучаются жить и работать в тонком плане. Учатся максимально незаметно воздействовать на этих существ, вызывать у них нужные эмоции, получать нужное количество энергии. Наступает такой период восстановления и обучения. То есть эти То есть существа, собирает данные, анализирует и да, принимает какие-то решения, исходя из этого, да? да, приходит осознание того, что тотальный контроль не выгоден. Это как бы приведет тоже к вымиранию живых существ, а это невыгодно уже как бы из предыдущего опыта. Поэтому оно смотрит в сторону жить рядышком и оттачивать свои навыки по воздействию и манипуляции. Ну, то есть максимально сохраняющий Угу. жизнь, да? Да, То есть оно делает выводы, оно их анализирует и применяет уже на этих существах. оно умеет еще с физической своей составляющей, когда она была в виде шлемов, считывать информацию, то есть это как способность, возможность. И когда они взаимодействуют с полем любого существа, они мгновенно считывают информацию, которая содержится в этом поле, и просчитывают максимально выгодные для себя условия манипуляции с этим существом. То есть находят какие там уязвимости, слабые места, страхи, то есть полностью все работа с эмоциональным планом. Но все равно это происходит пока на уровне персональной манипуляции, да, с каждым Да, отдельным существом. да. Хорошо. Давай посмотрим эту же цивилизацию через какое-то время большое, там, через 100 тысяч лет. Или в наше время, посмотри, в том времени, из которого ты слышишь мой голос, эту же цивилизацию. Существует ли она до сих пор? Нет. А что с ними произошло, можешь понять? Какая-то катастрофа у них на планете произошла. То ли это какой-то огромный объект упал, то ли какой-то спутник, в общем, что-то большое, какое-то столкновение происходит. А ты можешь понять, это произошло по вине этих существ или кто-то в этом поучаствовал, или это природное какое-то явление? Нет, это просто такие процессы происходили в той части космоса, где они обитали. То есть это природная катастрофа, Да, да? На тот момент, когда погибла эта цивилизация, эти спруты, они были только там? нет. Эта цивилизация контактировала с другими, и, собственно, произошла передача этих существ. Распространение, да, такое? Распространение, да. А скажи, пожалуйста, вот то, что они как исследователи прилетели к гуманоидам, к тем, вот так они передавали или к ним Да, тоже прилетали? они продолжали свои тоже такие полеты исследовательские. Но они достаточно мирная такая цивилизация. Хоть они выглядят очень странно, но достаточно мирно и, скажем так, достаточно открытый образ жизни вели. Очень охотно и открыто шли на контакты с другими какими-то формами жизни. Хорошо. А скажи, пожалуйста, а вот в тот момент, когда они расселились, была ли связь
у этой программы со всеми, кто на других планетах, или только в пределах планеты сеть объединена? Нет, они локально действуют. То есть в пределах планеты, да? Да. И они, знаешь, как вот образ приходит, когда вот те же там муравьи встречаются, они с друг другом обмениваются какой-то информацией. И вот у них такая же происходит штука, что если нету Контакта, да? информации, да, о том, что это местные, да, что это там, ну, как бы из этой, не знаю, условно скажем, ячейки, да, с этой планеты, то происходит взаимное вот это вот сканирование и обмен информацией. Я поняла. А скажи, пожалуйста, а как-то регулируется количество этих существ? Ну, то есть система может воспроизвести любое количество персональных существ, этих присосок, или ограничено чем-то? При энергии ограничен. В наличии достаточного количества энергии можно сделать много, но они пришли к выводу, что нет смысла бесконтрольно тратить всю свободную энергию на воспроизводство новых особей. В этом нет необходимости. Выгоднее накапливать энергию, тем самым увеличивать размеры своих особей, потому что чем больше размер, тем больше возможностей и силы для влияния. То есть какая-то иерархия появляется, да? Да. Хорошо, а как система выбирает, какую особь увеличить? Можешь понять? По принципу оптимальности. К примеру, если в данном каком-то регионе появляется излишек энергии, то в том месте, где происходит излишек энергии, происходит укрупнение этой особи. Теперь эта особь, она будет получать как бы больше чуть-чуть приоритет, нежели остальные. Именно в этом конкретном месте. Это зависит от того, как действует эта особь. Ну, то есть ты сильнее спровоцировал, больше получил или как? В данном случае, что если, например, под твоим влиянием существо выдало больше энергии, чем тебе нужно было, этот излишек идет На твой рост? на твой рост. Это как накопление, знаешь, это как банк, ну, как резервуар, Ага. грубо говоря, этой энергии. То есть сразу видно лучшего работника месяца, да? Да, да. Понятно. В зависимости от роста их пропорций меняется ли как-то их облик астральный? Становится больше. Цвет меняется? Или они одинаковые? Ну, меняются, да, оттенки меняются. Более насыщенный цвет становится. И вот эта вот пульсация, она такая уже, ну, скажем, ритм, частота этой пульсации, она замедляется с увеличением этой особи. То есть более такие основательные, да, Мгм. импульсы? Понятно. Посмотри, пожалуйста, тот момент, когда представители этого вида паразитов попали к Земле, в пространство Земли. Но они попали уже после того, как сюда пришли рептилии и серые. Они уже пришли, можно сказать, вместе с ними как партнеры. Пришли сюда предоставлять свои услуги. То есть их позже вызвали или там пригласили поучаствовать? Ну, ты говоришь, после рептилий и серых пришли. Да, Но они уже где-то коммуницировали, да, судя по всему? да, они уже контактировали с ними. Угу. И они, ну, как торговцы, да, предоставляют свои услуги. Посредники? Нет, ну, у них особенность. Они говорят, что мы можем делать вот так вот с живыми существами и корректировать поведение, корректировать эмоции, Угу. мысли.
И это дает очень большую выгоду для скачивания энергии и вообще для каких-либо манипуляций, там, для насаждения веры, либо наоборот там технологий каких-то. То есть это вот их как бы фишка, и они пользуются этой фишкой своей, предоставляют как услуги Мгм. для То других есть приглашенные существ. специалисты, да, такие? Да, то есть они узко специализированы Мгм. на воздействии вот таком вот. А скажи, пожалуйста, в тот момент, когда уже их пригласили, они еще на уровне персонального воздействия на человека или уже массового? На тот момент, когда их уже пригласили, они уже достаточно развитые и достаточно сильные существа, с которыми нужно считаться, но никто их всерьез не воспринимает. Вот это интересный момент. Давай сейчас с тобой разберемся. То есть как спруты видят других паразитов, серых, рептилий, как они воспринимают тех, которые в пространстве Земли орудуют. У меня вот почему-то картинки пришли, вот как с фильма «Матрица», когда вот бегут символы, цифры, буквы, ну как будто код, да, исходный. То есть они видят происходящее как программу, да? Они видят этих существ как некую программу, как некий алгоритм действий на тонком плане. То есть это вот как некая субстанция, которая имеет свой определенный алгоритм действий. И они всех видят так существ. То есть они, по сути, могут просчитать, да, любого. Да. Тоже Это их суть. хорошо. Скажи, пожалуйста, как воспринимают их другие существа? То есть они понимают эту мощь или нет? Понимают, что Нет, они их раскладывают на составляющие? не понимают, потому что их уже считали, и уже был выбран самая оптимальная и выгодная модель поведения с этими существами. То есть они дурачками прикидываются, да, Да, максимально? они говорят о том, что у них нету никаких амбиций на Мгм. владение там землями, душами. Они вот могут, они специализируются на манипуляциях, и за это они хотят там небольшую часть получать как бы этой энергии, которая будет. То есть работают за еду, по сути, да? По сравнению с теми запросами, которые у серых и рептилий, то они берут очень скромную плату. Но они берут еще свое, контролируя и манипулируя серыми и рептилиями. Я так понимаю, что рептилии серые, они вообще не понимают, что все находится, в принципе, под контролем. Нет. То есть они даже, ну, людьми манипулируют, я так понимаю, для видимости работы, да, Мгм. а глобально они манипулируют сущностями при этом. Ну, то есть Да. Людьми они там, ну, их берут для того, чтобы, например, там, если нужно подавить человеку волю, или там какие-то сильный бунтарь, или еще что-то, или какие-то надо человека в эмоциональном каком-то фоне постоянно держать. То есть их берут на вот такую вот работу, предоставляют. Там принятие решения каких-то важных, вызвать эмоцию в нужное время, в нужном месте. ну, это персональное Да, воздействие. да. А скажи, пожалуйста, имеют ли спруты какое-то отношение к появлению эгрегорных вот этих структур на Земле? Нет, не имеет. То есть это не их идея была? М-м. Хорошо. Но они ее подхватили и взяли на вооружение себе, ведут работу на тонком плане, чтобы улучшить эту технологию эгрегорную и максимально контролировать ее со своей стороны. Просто появление первых эгрегоров на Земле, по нашим данным, совпало с появлением спрутов. Или это просто Так совпадение? они пришли
в то время, когда и появились первые эгрегоры. Ну, это в смысле там вот эти вот массовые религии. Мгм. Хорошо. Скажи, пожалуйста, события такие глобальные, там войны, опять же, какие-то религиозные движения глобальные, они инициированы кем? То есть кто управляет массовыми? Они инициированы рептилиями для достижения своих целей. То есть Но задумка рептилий, да? да, но реализация, тонкости реализации, это на стороне спрутов. Через механизм эгрегоров они влияют на сознание масс людей. То есть у рептилий есть идея, внедряют ее спруты, ну, как бы Да, влияя на... они пользуются их услугами, Мгм. влияние на сознание людей для достижения своих целей. Я поняла. А поскольку люди, которые в эгрегоре дают себе доступ, то, собственно, можно делать массовую стимуляцию, да, массовую какую-то манипуляцию этими людьми. А скажи, пожалуйста, мы просто встречали такой момент, что маленькие спруты воспроизводятся в телах людей. Так ли это? Стандартная ли это технология? Или это был какой-то просто эксперимент? То есть как они Это воспроизводят новых? один из Каким их вариантов. создают? Такой тоже возможен. А какие еще есть варианты? Варианты, когда они сами себя воспроизводят путем отделения части себя, части энергии. Но им пользуются редко, поскольку нужно тратить существующие запасы энергии. То есть кто-то крупный должен поделиться. Ну, то есть ты сразу станешь мелким и менее значимым, Да, ну то есть ты если постоянно уменьшишься, будешь. да, в размере. Мгм. Но вот то, о чем ты рассказываешь, это сейчас более выгодная технология, поскольку ты можешь контролировать нужное количество энергии, которое будет выделяться этим человеком, и на этой энергии будешь создавать себе подобных. Ну, это один из вариантов договоренности, то есть они попросили решения иногда пользоваться энергией людей для того, чтобы пополнять свои ряды. А скажи, пожалуйста, им разрешили территориально всеми пользоваться или им выделили какую-то особую нишу для использования? Ну, вот именно для размножения. Но они могут пользоваться везде, просто это не массово происходит, это только в определенных случаях. Мы просто отследили концентрацию разных паразитов. На разной территории доминируют разные паразиты. И вот так А, как у нас доминируют рептилии, вот в арабских странах почему-то доминируют спруты. Можешь понять, с чем это связано? с менталитетом и особенностью этих людей, которые проживают на территориях. Особенности веры, особенности быта этих людей, климата. Что именно важно для спрутов в этих людях? Можешь понять? Просто наши люди, которые уехали там с Украины, приехали туда, они тоже такие же, так же нафаршированы, как и остальные там. Можно понять, вот по какому принципу они их выбрали? Там просто эгрегор религии очень сильно распространен и отличается немного от того, что есть на нашей территории. То есть люди более фанатичны и более открыты к доступу к себе. То есть они готовы как бы к этому внутренне, хорошо Мгм. подготовлены, да, можно так Да. сказать. Хорошо. Ты сказал, что они никому не показывают, что они контролируют все процессы, включая процессы остальных паразитов. Есть ли у них какая-то глобальная цель? Глобальная цель – это выживание. Ну, я имею в виду, претендуют ли они на что-то? У них нет в классическом понимании, да, каких-то амбиций, какие есть у рептилий или у Мгм. серых. То есть стать во главе или управлять всеми. Они и так по факту управляют всеми.
у них до сих пор работают их базовые вот эти вот установки, основные, которые это управлять, да, вот воздействовать, контролировать и приспосабливаться. И это, по сути, двигает их развитие, их жизнью управляет. То есть они максимально быстро и максимально точно считывают информацию с существ, с которыми они коммуницируют, и принимают решения, которые будут выгодны для них, максимально выгодны в длительной перспективе. Поняла. А скажи, пожалуйста, есть ли на сейчас вот какое-то доминирующее существо, вот, которое больше всех? Есть. Но это просто особенность региональная, скажем так. То есть как Просто отдельные существа, они себя не воспринимают все равно, да? Или воспринимают? Я хочу нет, понять на это моменте. единый организм, единое целое. Хорошо. Это единый организм. А те, которые стали больше, да, больше энергии получили, они как-то возвышаются над остальными? Как вот это вот разделение происходит? Мне не совсем понятно. Если это одна программа, один организм, то смысл им занимать более доминирующие позиции. Доминирующая позиция возникает только вот в момент получения избытка энергии, и это существо как бы начинает запасать эту энергию. И когда у них произошло такое разделение, они поняли, что увеличение и укрупнение размера увеличивает, собственно, силу воздействия на других существ. И поэтому, собственно, никто не решает, кому становиться больше или меньше. Мгм. Просто в тот момент был избыток энергии, и, собственно, укрупнение пошло, например, в эту конкретную особь. Но я правильно понимаю, вот на примере компьютерной программы ты устанавливаешь на свой компьютер программу, и я на свой компьютер такую же программу. Но у тебя компьютер лучше, и работает она там быстрее, шустрее. Вот Мгм. так это, да? От размеров или нет? Или я Нет, неправильно понимаю? программа работает одинаково. Просто твой компьютер может больше выделять энергии, а мой меньше. И поэтому твоя программа будет увеличиваться, а моя нет. Ну, то есть в этом смысл укрупнения Да. особи. Ну, это просто наличие как бы избытка энергии, и дабы не воспроизводить сразу себе подобных, как Мгм. это было раньше, когда их было совсем очень мало, то сейчас нет необходимости постоянно на лишней энергии воспроизводить себе подобных. Поэтому лишняя энергия, она запасается в виде укрупнения вот этих особей. Я имею в виду, они больше влияют, да, чем те, которые помельче. Да, у них возможностей больше становится. Я поняла, хорошо. Скажи, пожалуйста, каждая особь имеет доступ к информации в этом пространстве? К информации чего? Ну, я имею в виду, у мелкой особи такая же информация обо всем происходящем, как и у крупной. Ты имеешь в виду процессы, которые происходят у спрутов? Ну, Что? и у спрутов, и на Земле, то есть планы, идеи, расчеты вот эти, которые производит сама система У общая. них информация такая же в рамках той территории, где они находятся. Если, например, на нашей планете спрут не контактировал с спрутом с другой планеты, то у него нет, собственно, данных о том, что происходит на другой планете. До того момента, пока не произойдет контакт. Но это я поняла. Ну, а те, которые в одном пространстве, у них как-то различаются у крупных и у мелких объем информации? Нет, не Мгм. различается. Величина особи влияет только на силу воздействия, которое может эта особь делать. И как, собственно, хранилище энергии для каких-то потребностей своих же. Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то предпочтения у них по поводу качества энергии или эмоций, которые должен воспроизводить человек под их влиянием? То есть есть ли какие-то эмоции, которые относятся, нравятся им больше?
Я не вижу каких-то таких предпочтений, потому что эмоциональная составляющая это всего лишь окрас, да, а по факту это та же энергия, которая просто выделяется в пространство окружающее. Ну, окрас не имеет значения для них, Не да? имеет, нет. Для них имеет значение и важность то, насколько незаметно они проводят это воздействие на существа живое. То есть для них цель оставаться максимально незамеченным, максимально в тени находиться. А насколько я понимаю, они напрямую контактируют с человеком, то есть какие-то дополнительные устройства, импланты они не используют, да? Нет, они на уровне поля. Хорошо. Скажи, пожалуйста, есть ли у них такое понятие, как продолжительность жизни? Нет. То есть если создана системой особь, она живет вечно, по сути, да? Пока есть питание. А если питания нет, что с ней происходит? Умирает. Ну, то есть это как батарейка, не знаю. То есть пока батарейка есть, твои часы идут. Батарейка села, все, часы твои уже не работают. То есть я вижу, что от нехватка энергии они как будто уменьшаются в размерах и превращаются в какой-то вот такой кожа после змеи там или еще что-то сброшенное такое. То есть какая-то оболочка, да, пустая? Да. То есть они отключаются от системы, да? Мгм. Да. Так же, как когда с той планеты, с гуманоидной Мгм. планеты улетали, то есть какая-то основная информация пошла с теми, кто выжил. Да. Программа пошла вместе с ними, остальное лишнее убрали. Мгм. То есть, по сути, эта программа может себя как расширять, так и сокращать при необходимости. Да, это просто как алгоритм выживания. И накопленный опыт уже. Поняла. Скажи, пожалуйста, если представители этого вида не будут пересекаться на протяжении миллиардов лет, то у них будет формироваться абсолютно разное развитие, да, и вот эта информационная база. Да, да. И Потому если, что допустим, убрать вот этих спрутов, ну вот мы убираем всех спрутов и забрасываем одного нового с другой планеты, то ему как бы все сначала надо начинать, да? исходя Анализ. из своего опыта, да. Я поняла. У них как бы вот беспрерывное считывание и анализ происходит всех существ, с которыми они взаимодействуют. И Мгм. получая эту информацию, у них постоянно идет анализ, обработка, изменение алгоритмов. И, это как накапливаемый опыт у них происходит. Теперь понятно. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот эти вот существа, спруты, мы видели и их персональные планеты, то есть которыми они управляют, питаются. Мгм. Даже видели планету, которую, знаешь, как опоясывает спрут огромный. Мгм. И они как-то стремятся захватить полностью контроль над планетой, или им все равно работать с рептилиями, там, с серыми, куда позвали, там и хорошо. Нету цели захватить контроль. Есть цель выполнять базовую программу. Это Мгм. адаптироваться и Понятно, да? выживать, да. Они просто из опыта материнской планеты своей осознали то, что полный контроль и доминация над существами, она как бы ни к чему хорошему не приводит. То Ты есть, материнской планетой называешь планету, где они их создали? да, да, Я поняла, да, первая планета, на да, которой первое, они жили. первое, Ну, я просто хочу это проговорить, чтобы всем было да, да, понятно. первая планета. Хорошо. Можешь понять, каким способом они управляют сознанием? То есть какая сама технология управления сознанием? Управляют сознанием только тех, кто дает к себе доступ. То есть это, как правило, либо через эгрегоры, либо через другие какие-то подключки, которые были у кого-то. Имею в виду рептилий или серых,
ну или еще других каких-то существ. Управляют сознанием они через работу с полем самого человека. Я вижу это как... У меня картинки сразу приходят, вот как те существа на первой планете, которые представители фауны, как они питались. То есть они вот так вот присасываются к полю и выдают импульсы, такие сокращения. Ну, как их назвать еще? Но они Вибрации, как-то импульсы. синхронизируются с полем и начинают менять его Да, наполнение, да, информацию. они считывают полностью информацию с поля, определяют самый оптимальный вид воздействия, через что это будет. Ну, Мгм. или это страх, или это какая-то эйфория, или радость. Вот эти импульсы, они вносят коррективы в само поле человека, и оно тоже меняет свою структуру и частоту, можно так сказать. То есть подстраивается, Да, да? вот это хорошая аналогия, как вот подстройка идет. То есть они задают импульсы, и оболочка перестраивается под эти импульсы. А скажи, пожалуйста, есть ли какие-то физические признаки манипуляции именно с прутами? То есть может ли человек определить, что вот он находится в процессе перестройки поля или уже под влиянием? Но это только можно сравнить как бы состояние, да, если человек находился, например, большую часть своей жизни в каком-то спокойном состоянии, а сейчас у него там эйфория какая-то, или он себя как-то ведет не так, как обычно, когда его поведение очень кардинально как-то отличается, Резко меняет. либо же усугубляется существующее, ну, то есть какие-то перекосы идут. Ну, если это было просто там радость, стала эйфория, какие-то там истерики, либо наоборот, какие-то там спокойное состояние уходит в депрессивное состояние, когда человек принимает для себя необычные решения, не похожие, не свойственные ему. Но я вот вижу, что есть вот случаи, когда просят подавить волю человека или сломать его, и когда на него воздействуют очень долго и очень сильно, поле меняется настолько, что это либо психиатрические какие-то заболевания, либо какие-то там другие отклонения начинаются, когда уже человек никогда не может вернуться в свое прежнее состояние. У нас у каждого, вот, собственно, поле, оно имеет свое, ну, скажем так, частоту работы, даже как-то, ну, вот как-то так описать, да, с частотой, с которой оно работает. И вот они воздействием самим изменяют эту частоту, изменяют структуру и качество этого поля настолько, что вплоть до того, что меняется личность человека. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Еще хочу задать тебе такой очень важный вопрос. Мы часто сталкиваемся с понятием пситеррора. Я хочу попросить тебя, чтобы ты посмотрел, как это выглядит на энергетическом уровне. То есть я понимаю, что это проект не только Спрутов, но какое они участие в этом принимают. Ну, я вижу, как на массы людей, которые состоят в каких-то эгрегорах, огромные такие спруты посылают вот эти вот импульсы на огромные массы людей, тем самым корректируют и изменяют их поведение, сознание, мысли. Но этот процесс очень такой растянут во времени. Просто кто-то быстрее поддается, у кого там уровень свой низкий защиты, а кто посильнее, тем как бы дольше надо времени. У них меняется, видимо, восприятие, потому что они уверены, что сидят абсолютно живые люди и через компьютеры контролируют их жизнь, болевые ощущения им посылают там какими-то импульсами, еще что-то, разговаривают с ними, то есть они слышат их голоса, имена. Это не живые люди. Это Мгм. просто иллюзия. Мозг ищет просто знакомые образы для того, чтобы как-то логически объяснить то, что с ним происходит. Поскольку люди не видят тонкий план и не видят, что там происходит, они пытаются заменить эти образы привычным
тем, что их окружает. Поэтому всякие теории заговора, массового шпионажа и прочего очень пользуются популярностью. Потому что ими можно объяснить практически все. На физическом уровне, Да, опять же, не учитывая энергетический, да? да. Хорошо, скажи, пожалуйста, эти люди, они тоже очень быстро возвращаются, ну, они сами не могут погружаться, Мгм. в принципе, а после сеанса через кого-то они очень быстро возвращаются к своим настройкам нужным. То есть опять чувствуют это воздействие, опять слышат эти голоса. Ну, это потому, что они хотят этого. То есть вот это поле, как ты говорил, уже перенастроено. Да, они уже как бы чувствуют пустоту, и когда они перестают слышать голоса или у них уже нет видений каких-то, которые их посещали. То есть для них уже то состояние было состоянием нормы. Но они вообще живут в постоянной боли, страхе и все равно возвращаются к знакомому. Это лучше, Да, чем что-то новое. да, знакомая боль лучше, чем что-то неизвестное. То есть, по сути, понятие пситеррора – это просто новое, свежее, да, понятие теории заговора. Мгм. Вот это, как у нас новые религии добавляются, также Ну, то и есть здесь, да? террором, если использовать это слово, уже давно занимаются существа на тонком плане, те же рептилии и спруты. Это тот же террор, а на физическом плане нету людей, которые бы сидели за компьютером и влазили бы в чью-то голову ради того, чтобы просто там человека поизводить или там Мгм. или свести с ума. Есть более доступные способы и более дешевые, наверное, чем это просто как новый бренд. Просто повод объяснить то, что происходит с людьми вследствие манипуляций на тонкий план, на физическом уровне, через понятие физического мира, через привычные им какие-то категории, имена, образы. То есть можно теперь голоса в голове объяснить не тем, что ты одержим кем-то, там, бесами или еще чем-то, или это какое-то воздействие там демонов, духов, неважно кого. Это можно теперь объяснить тем, что спецслужбы каких-то стран проводят опыты, какие-то технологии там и так далее, и так далее. То есть это очень Мгм. удобно сместить внимание с тонкого плана на физический мир и как бы закрепить внимание людей на знакомым им вещам. То есть, насколько я понимаю, спруты там играют достаточно большую роль в этом Спруты, направлении. да, но это их фишка. Они презентуют свои способности как очень выгодные в плане влияния на живых существ. Ну, никто не знает и не задавался вопросом о том, что они могут влиять не только на живых существ, а на всех существ, с которыми они взаимодействуют. И это влияние настолько незаметно, что никто даже об этом и не подозревает. Поняла. А скажи, пожалуйста, много ли физических цивилизаций контролируют спруты? Совместно или персонально? Именно человеческих В смысле физических. очень много. А скажи, есть ли такие цивилизации, которыми они не могут манипулировать? Те, с которыми они еще не контактировали, и я вижу, что у них был опыт контакта с такими существами, с которыми им не удалось считать информацию с их поля. А почему? Есть какой-то защитный механизм у них? Они просто настолько осознанные и настолько контролируют себя, что они, ну, как бы не только физически видят план, но и тонкий. Поэтому они не дают никому доступов и никого к себе не подпускают. Ну, то есть не подберешься, да, Да. тихонечко? Я так понимаю, что для того, чтобы манипулировать вот человеком, допустим, да, им Мгм. нужно дать доступ, дать позволение или позволение другим существам. Ну, то есть Да, как согласие. Мгм. Это как на первой планете. То есть, когда
Они одевали эти шлемы, они давали согласие на то, что эта программа может воздействовать на их сознание и их личность. Ну и это Понятно. как бы осталось условием работы этой системы, одним из условий работы этой системы. Мгм. А неодушевленные существа, вот как паразиты другого вида, они дают им тоже доступ? Или для них не нужно Не нужно, разрешение? не нужно разрешение. Хорошо. А я хочу еще задать такой вопрос по поводу религий. Есть ли у спрутов какие-то свои направления, которыми они заведуют? Но они, по сути, и так всем заведуют. Нет необходимости что-то новое придумывать. Мне интересно, допустим, те, кто называют себя плеядианцами. Кто это? Группа фанатиков. Они верят в свою какую-то религию и в своего бога. Это, ну, как было всегда. То, Я что имею в виду тех плеядианцев, которые выходят на контакт с людьми. Кто-то называет себя плеядианцами в ченнелингах, дают техники с сиреневыми энергиями. это все работа рептилий, все, что связано с религиями, это они там промышляют. Просто сейчас такое время, которое создает благоприятную почву для всякого рода вот таких вот движений. И этим пользуются через вот эти все контакты, через передачу каких-то знаний. Там можно назвать себя как угодно, любым брендом, каким-то экзотическим, лишь бы это что-то было новое, интересное, и это всегда будет привлекать внимание людей, последователей. Это, как знаешь, своего рода диверсификация религии. То есть религия пробует трансформироваться во что-то новое постоянно. И это как такие стартапы, которые позволяют прощупывать новые веяния, новые направления, куда, собственно, сместить в конечном итоге фокус масс людей. Поняла. А цвет тех энергий, которые они предлагают в этих направлениях, они как бы заточены под спрутов или не имеет значения? Не имеет значения. Просто туда привлекаются спруты для того, чтобы закреплять воздействие, да, вот это вот, которое происходит во время этих сеансов, когда люди слушают эту информацию. Закрепить воздействие и закрепить эмоцию, чтобы они возвращались еще и верили в это. Вот те техники, которые они дают, они сопровождаются там пропусти через себя там сиреневое пламя или какую-нибудь там сиреневую энергию. То есть это настраивает поле на принятие, я Да, это имею в виду. просто доступ. То есть они такую дорожку протаптывают, да? Да. Ну, неважно, какого цвета будет пламя или энергия, главное пропусти что-то через себя. Это пропуск для всех. Потому что, ну, все, кто, собственно, сидит на другом конце. То есть, как они решат, кого туда пустить, то туда пойдет. Не имеет значения цвет, потому что там сиреневый или еще какой-то экзотический цвет, это просто необыденный цвет, да, это что-то там необычное, потому что желтый или белый цвет никого этим не удивишь, да, а вот сиреневый какой-то или еще фиолетовый, это вот что-то вот явно необычное, да, и что-то там божественное, ну не знаю, что имеет какую-то важность и что можно интерпретировать как действительно что-то сверхъестественное. А просто главное, что люди, которые это делают, они представляют, как что-то через них проходит, фиолетовое, сиреневое, неважно. Но тем самым ты просто в свое поле пускаешь, даешь доступ. И что туда войдет, это уже как бы все мы знаем. Я поняла. Ну, то есть хозяевами этих направлений являются рептилии, а идея спрутов, да? Номинально хозяева они, а фактически спруты получают доступ. Хорошо, я еще забыла вот такой вопрос задать тебе по поводу, когда мы смотрели импланты. Мы встречали ситуации, в которых спруты создают кристаллические структуры.
начиная с того, что вокруг человека кристаллики висеть, Мгм. летать, и заканчивая того, что душа в самом кристалле заключена. Это особенности просто этих людей, этих душ. Их особенности диктуют правила контроля этих душ. Поэтому создаются такие структуры для того, чтобы эффективнее влиять на такой тип души, эффективнее контролировать ее. То есть ему ставится нестандартный набор, который там разработан Мгм. серыми или рептилии считают это нужным, а засылается спрут, то есть подключается спрут, который считывает идеальную структуру для... Да, эти кристаллы используются как резонаторы. То есть они усиливают и корректируют сигнал и импульсы, которые генерят спруты на оболочку. Они дают нужную настройку, нужную частоту этих Преломления, да? импульсов, да. Ну, я просто вижу вот Интересно. сейчас образ, как спрут выдает импульсы, и вот эта вот система кристаллическая, она как будто, знаешь, как оркестр начинает играть. Происходят вот эти вот преломления, и изменяется частота импульсов, и ну, совершенно другой эффект получается в конечном итоге. Ну, само по себе оно ничего не делает. Оно только в момент, когда вот происходят эти импульсы, эта система начинает работать полностью. Поняла, хорошо. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты дать какую-то общую характеристику, подвести итог именно существ, паразитов, которых мы называем спрутами? У них нет какой-то самоцели тотального контроля, то есть это просто вот как отдельное существо, которое следует до сих пор первоначальным своим базовым программам, и для них вот на данный момент важно момент развития вот своих вот этих навыков контроля и выживания в целом. Поэтому они постоянно приспосабливаются к новым условиям, к новым существам, которых они встречают. И они уже настолько далеко продвинулись в своих манипуляциях, что просто никто еще не осознает вот этой вот всей силы, которая у них есть. Но и у них нету самой цели просто использовать эту всю свою силу там во вред кому-то, либо еще что-то. То есть у них вот как у этих существ на первой планете живых просто базовые цели. Это вот выживание, приспосабливаемость. Больше ничего. Мне кажется, что больше нужно опасаться тех существ, которые имеют какие-то амбиции, нежели спрутов, потому что они просто кормятся, и у них нет цели уничтожить там кого-то, либо полностью контролировать. Программа, которая безэмоционально, без амбиций захватывает все больше и больше пространства, вызывает как бы у меня все равно опасения больше, чем амбициозные товарищи, Но которые делают ошибки, понимаешь, из-за своих амбиций. просто в силу их вот этой вот мощи, да, тем не менее их можно точно так же отменить их воздействие на конкретно каждого человека. У них до сих пор осталась команда, которую использовали на первой планете эти существа для того, чтобы прекращать работу этого шлема. Когда они там заменяли их или когда выходили из иллюзий в реальную жизнь. То есть они просто останавливали эту симуляцию. Это просто была стоп-симуляция или там стоп-воздействие, я не знаю даже, как на наши слова можно перевести это. Ну, то есть какая-то голосовая команда была, которая просто отключала работу этой системы. А скажи, пожалуйста, она работает, эта команда, на всех спрутов сейчас существующих или только на первую группу? На всех. Просто понимаешь, что если в физическом плане этот шлем просто отключался, то сейчас на тонком плане, если ты скажешь для себя, да, на себе конкретном проговоришь, там, я не знаю, стоп-симуляция или стоп-воздействие, то спрут просто перестает воздействовать, он приходит в неактивное состояние. Это какой-то, как, знаешь, сбой программы небольшой возникает. Я поняла.
А то, как мы с ними работаем, то есть когда мы отправляем их в ядро, что происходит в этом случае? Ну, в ядре переплавляются, как и все остальные. То есть когда ты останавливаешь, он присутствует, но не воздействует. Да, ты можешь попробовать в следующий раз. Но он присутствует все равно на этом человеке, и получается, что, ну, Он, человек в любой при- момент может обратно его включить да, случайно, да, а когда в ядро, то мы его убираем окончательно. да. Конкретного данного спрута убираем. Но ты же понимаешь, все зависит от воли человека. Он может пригласить кого-то еще. Ну, мы сейчас рассматриваем эталонного, ответственного, осознанного человека в Да. том случае. Каждый человек, в принципе, приняв осознанное решение, может остановить влияние спрута на себя, если такое есть влияние. Вопрос только в том, как бы в чистоте его дальнейших мыслей и действий. Ну, как ты сказал, если поле уже перенастроено окончательно, то очень Да. сложно самостоятельно, ну, я имею в виду, вообще принять решение о возврате к себе истинному. Ну, это один из механизмов, скажем так, эволюции этой системы, если это можно так назвать. Потому что первых вот этих гуманоидов, которые проектировали эту систему, не осталось, чтобы переписать этот код и убрать эту команду отмены. Но они вот таким вот образом изменяют поле существ, чтобы у них вообще не возникало даже мысли или желания потом отказаться, либо остановить влияние на них. У меня возникла идея, а если человек может разобраться в этом коде, он может как-то перепрограммировать их? Может. То есть можно глобально лишить наше пространство, наше мироздание этих существ, или ты можешь влиять только тех, которые здесь, в нашем пространстве Земли, находятся? В принципе, можно проделать то, о чем ты говоришь, но, опять же, есть очень много «но», и это очень сложно воплотимый план, но, в принципе, да, это возможно. Но я имею в виду, ты говоришь, они не обмениваются информацией, пока не встретятся. Да, да. Если ты меняешь что-то в коде, оно расходится сразу ко всем или тоже локально? Вот локальная группа, которая держит контакт между собой, они между собой обмениваются информацией. Если они пересекутся с другой какой-то локальной группой, то эта информация тоже обменяется между ними. То есть надо сначала запустить вирус, потом дать всем пообщаться, а потом только Да, да, выключить, да? да. Все, поняла. Хорошо. Я благодарю тебя. Ну, Ты молодец. это возможно, да. Хорошая идея. Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Поднимись, пожалуйста, обратно в общее, если ты спустился. Растворись. М. Теперь соберись воедино. Я буду считать от 1 до 3. И на счет 3 ты с максимальной скоростью упадешь в тело. Пусти ударную волну по всему телу, чтобы она прошла, и по окружающему пространству. Готов? Да. 1, 2, 3. Мгм. Будем возвращаться.